Главные новости этого дня. Вчера вечером был экстренно госпитализирован известный советский и российский композитор Игорь Корнелюк, а сегодня утром он перенес срочную операцию на сердце. У Игоря Евгеньевича Корнелюка давно наблюдается ишемическая болезнь сердца, поэтому известному артисту потребовалось срочное медицинское вмешательство. На данный момент состояние здоровья Корнелюка удовлетворительное. Печальное событие произошло с известной украинской и российской певицей Верой Брежневой. Эстрадная певица принимала участие в телевизионном шоу на историческую тему и исполняла свои известные песни. По сценарию клипа Вера Брежнева должна была скакать на лошади на берегу моря. Однако во время съемок музыкального клипа что-то пошло не так, и Вера Брежнева упала с лошади, получив при этом серьезную травму. Известная артистка была госпитализирована. Известный российский и советский актер Константин Райкин получил травму средней тяжести во время театральной репетиции. По данным прессы, Константин Райкин был госпитализирован с диагнозом перелом правой ноги. Причина печального события – неудачное падение во время театральной репетиции. Вчера вечером члены антикоррупционного комитета, известные артисты, актер Сергей Степанченко и артист цирка Эдгар Запашный прибыли в город Ижевск для проведения очередной проверки. Основная цель поездки – это рассмотрение жалоб от жителей города на местные власти. Местные жители попросили сотрудников антикоррупционного комитета помочь им в решении некоторых вопросов. Помимо этого, актер Сергей Степанченко и Эдгар Запашный примут участие в открытии нового общественного клуба кинотеатра, который будет полностью бесплатный для пенсионеров по возрасту. В данном заведении пенсионеры разных категорий смогут с пользой проводить время, смотреть старые советские фильмы и общаться друг с другом. Помимо этого, в данном заведении будет работать танцплощадка и бесплатный буфет. Пресс-служба комитета сообщает трагические новости о известном певце Льве Валерьяновиче Лещенко. Печальное событие произошло накануне вечера в Москве в ресторане «Октябрь». Лев Лещенко отмечал семейное торжество и вместе со своей супругой Ириной отправился в ресторан для праздничного ужина. По данным прессы, напротив столика ресторана, где сидели Лев Лещенко и его супруга Ирина, находилась компания неизвестных людей, которые вели себя достаточно агрессивно по отношению к окружающим посетителям. В зале ресторана назревал конфликт, а охранники заведения по какой-то причине не спешили делать замечания неадекватной компании. Эпогеем чрезвычайного события стал тот факт, что компания незнакомых людей без разрешения подсела за столик к Льву Лещенко. Они стали без спроса брать закуску и напитки, а один из компаний попытался без разрешения Льва Лещенко потанцевать с его супругой Ириной. Лев Валерьянович Лещенко, несмотря на почтенный возраст и ранее полученные травмы, не смог перенести такого неуважительного отношения к своей супруге и заступился за свою жену. Между Львом Лещенко и неизвестными хулиганами завязалась потасовка. К сожалению, силы были неравны, и в скором времени Лев Лещенко оказался на полу. К сожалению, посетители ресторана не пришли на помощь к известному артисту. Возможно, они его просто не узнали или не хотели рисковать своим здоровьем. К сожалению, в результате конфликта Лев Валерьянович получил тяжелые травмы и был госпитализирован. К сожалению, по словам главы антикоррупционного комитета Никиты Михалкова, подобные травмы вывели Льва Лещенко из строя на очень большое время. По приказу Следственного комитета Российской Федерации товарища Бастрыкина ресторан «Октябрь», где произошел конфликт между Львом Лещенко и хулиганами, был арестован. Директор и администрация ресторана находятся на допросе в полиции.
К слову сказать, что за время работы в антикоррупционном комитете Лев Лещенко перенес немало трагических событий. Только за последний год он пережил нападение в поезде, отравление в самолете, а несколько месяцев назад у Льва Валерьяновича была ампутирована правая нога. Однако, несмотря на все неудачи и проблемы со здоровьем, Лев Валерьянович остается одним из самых основных сотрудников антикоррупционного комитета. Известного общественного деятеля Людмилу Нарусову вновь доставили в полицейский участок для допроса. Против мамы Ксении Собчак появились новые обвинения. На этот раз появились доказательства, что Людмила Нарусова совместно с Константином Эрнстом принимала участие в заказном преступлении против сотрудников антикоррупционного комитета, которое произошло в мае этого года. По некоторым данным, именно Людмила Нарусова и Константин Эрнст являются теми людьми, которые разглашают секретные данные о работе антикоррупционного комитета различным криминальным структурам. Как считает Никита Сергеевич Михалков, именно по этой причине совершаются частые нападения на сотрудников антикоррупционного комитета. В эти дни прошли ряд нападений на известных артистов шоу-бизнеса в разных городах Российской Федерации. Сначала неизвестные преступники ограбили квартиру певицы Славы. Накануне вечером неизвестные преступники проникли в подмосковный дом российской певицы и актрисы Анастасии Слоневской, известной под псевдонимом «Певица Слава». Исчезли ценные вещи, бытовая техника и электроника на общую сумму почти 44 миллиона рублей. Также были похищены финансовые средства в иностранной валюте, порядка 1,5 миллиона евро. Ну а в Санкт-Петербурге прямо на одной из центральных улиц было совершено нападение на известного певца 90-х годов по имени Шура. Инцидент произошел в тот момент, когда артист отправился в магазин за продуктами. На него напали двое неизвестных, ограбили и ударили ножом. По словам пострадавшего, все произошло около часа ночи, когда Шура уже возвращался домой с покупками. К нему пришли двое преступников, попытались ранить и вырвали у него из рук дорогую сумку Dolce Gabbana. При этом певец получил травмы, но не только от оружия, но и в результате падения на асфальт. В результате нападения у певца Шуры было похищено 2 миллиона рублей и дорогая сумка. Сам Шура смог самостоятельно добраться до дома и вызвал медиков. Его доставили в больницу, где наложили несколько швов. Большая трагедия произошла в семье известного телеведущего Андрея Малахова. Накануне вечером в городе Москве в результате несчастного случая катания на электросамокате погибла дочь Андрея Малахова Мария. По данным полиции, дочь Андрея Малахова, двигаясь на электросамокате, пересекала дорогу в неположенном месте, в результате чего произошла авария, столкновение с троллейбусом. К сожалению, дочь Андрея Малахова спасти не удалось. Она скончалась до приезда скорой помощи. К слову сказать, что у продюсера, телеведущего и актера Андрея Николаевича Малахова двое детей – сын Александр и дочь Мария, которая трагически погибла. Уважаемые зрители, если вы соболезнуете Андрею Малахову и желаете выздоровления членам комитета, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.